5 сентября, 4-й день на вершине Большого Тхача. Наконец-то солнышко с утра. Ну, не зря мерзли ночью. Вот это видочки. Перехватывает. Да, видок. Ничего, не зря мы ночку промучились. Оно того стоило. Внизу вот видно палаток, наверное, 20 стоит. Так что по маршруту ходят, только все с другой стороны, по легкой в этой самой части. Это мы прошли весь Тхач от начала до конца со всеми подъемами и спусками. Вот это Ахиджбоки, чертовы ворота. Но туда мы не пойдем. Так, теперь понятно, почему ночью была такая жесть, было так холодно спать. Потому что был заморозок. Вот воды у нас по-прежнему нету, осталось тут где-то пол-литра. Он пытался собрать воду в плащ, но она вся замерзла. Заморозок был вполне хороший. А снаряжение у нас и палатка, и спальники весьма летние. Ну, хорошо, что дожили до рассвета. Мы совсем на вершине Большого Тхача. Погода все еще хорошая, хотя уже дымка начинает затягивать. Небольшой обзорный круговой видеосюжет.
Вот и Наташечка. А вот и наша палатка. Вид на палатку с вершины Большого Тхача. Мы стоим тут в 200 метрах. Ночь провели морозную. Хапанули уже первых осенних заморозков почвенных по полной программе. Еще и с летним снаряжением. Начинают собираться туристы. О, мы спускаемся, а группа большая поднимается. А вот и облачка начинают собираться. Еще в часик, и опять ничего не будет видно. Обходим Тхач. Большой, спустились с него, и обходим его вокруг. Сейчас выйдем на стоянку, которая между Большим и Малым Тхачом, туристическая. Там говорят, что один из двух родников до сих пор действует. Это наше спасение, потому что у нас воды ровно 0,0. На нуле. Снизу Тхач затянуло облаками, пока ничего не видно. Хорошо, хоть сверху посмотрели. А это мы так немножечко на спуск идем. Спуск такой крутой. Прямо это самое. Сейчас вот люди прошли. Мне прямо это... Я чувствую, почему они там падали наверху. Вот он проглядывает. Это огромина. Мы там были наверху. Класс. А вот Малый Тхач. На нем собираемся сегодня тоже еще залезть. А вот Большой. А что там, Малый видно, да? Да, сейчас увидишь. Покажу сейчас тропу, куда пойдем. Хочу снять вершину, пока облачка разошлись, потом вдруг уже не будет. Затягивает прямо на глазах. Закутывается. О, картинка. Есть как на ладони. О, сколько? Раз, два, три, 4 зубца мы обошли. Наверное, еще там один слева за поворотом. О, сколько мушек здесь. Мухи бесчинствуют просто. Это капец, жужжание, свирепое жужжание повсюду, надо бежать. Трава фактически в рост человека, блин, в каких-то прериях или пампасах идешь. А вот и Тхач с другого ракурса. А вон и Наташечка пробирается сквозь заросли пампасской травы. Пробралась. Молодец.
Иду искать родничок. Это должен быть тут. Говорят, что действующий. У нас же, конечно, началось обезвоживание. Очень плохо. Я надеюсь, что мы здесь наберем воды сейчас. Смотрим, что выйдет. Если здесь нет воды, это будет жопа. Но ее не должно быть. Так. Что мы тут? Отходим. 25 метров. Это, наверное, в этом вот долине этого ручейка что-то должно быть. Ну-ка. О! Что-то струится. Что-то струится. Так, сейчас посмотрим, где водосборный пункт. Вот он. О! Чуть-чуть, но журчит. Блин, мы спасены. Мы спасены. Вот она. Вот она, наша вода. Да, хотели мы еще побродить 3 дня. Пойти на Мал-Тхач, на Шестакова. А потом в самого прохладное. Но мы что-то не подрасчитали свои силы и будем сокращать. Сейчас пойдем на ветреный Балаган. И оттуда на Сахрай уже. И дойдем сегодня до Тайваня. Планируем. Это 10 километров отсюда где-то. Там переночуем, а завтра уже чухнем его прохладное. Так что приключение помаленечку заканчивается. Сквозь вот такие заросли крапивы и лопуха мы вышли к домику. Называется Балаган Ветреный. Вот такой домусик интересный. Сделан такой, с любовью, со всяких, конечно, с того, чего было, скажем прямо. Но кто-то сюда тащил. Вот прям под хачом. Мы его видели, когда сверху были. Зайдем внутрь. Здесь наша тут печь. Вполне себе рабочая печь. Очень уютненько. Пахнет такой приятной лиственницей. Это какие-то сосны. То ли с этой вот кавказской сосны пилили. То ли не кавказской, итальянской сосны. То ли это прям лиственница. На всякий случай стоит баллон с газом. Немножко продуктов висит. Топорики, ножовки. Чтобы все тут, кто пришел, ну если тут прийти зимой. Столик. Дашечка, иди сюда. Поспать тут все вполне могут. 4-5 человек. Очень хорошо, очень хорошенький домик. Мне понравился. Большой ткач провожает нас. Наверное, мы уже его в этом сезоне больше не видим. Сейчас спустимся в лес. Будем выходить на речку Большой Сахрай. Ну, пока-пока. Немножко кавказских лесов. О. Пахнет просто восхитительно сосной вот этой вот. Не знаю, как она правильно называется. Сейчас посмотрим, какие-то они в 2 обхвата вырастают. О, вот эти сосны. Великаны.
Одна другой больше. Одна другой краше просто. О, опять большой ткач. Он нам еще раз машет. Ну, до свидания. Очень мило с его стороны. О! Так, прекращаем съемки, пока я не улетел вот в эту. Вот один из притоков Большого Сахрая. Вполне себе отличная речушка, водичка чистая течет. Несмотря на общую засуху, тут уже внизу вполне себе можно и умыться, и попить. Первый приятный звук журчащей воды за все путешествие. Вот этот хач все еще с нами. Маршрут как раз до Тайваня идет первую половину прямо под хачом. Вот такой вот маршрутик. Черт ногу сломит, как говорится. Сентября, день 5. Вчера мы уже в убитом состоянии, в темноте пришли на турстоянку под названием Тайвань. Непонятно, правда, почему так называется. Так и не нашел ответ на этот вопрос. Сейчас соберемся и пойдем по дороге уже, ну, прохладное. Пешочком прогуляемся 10 километров. Сейчас прохожу вам, в следующем видео покажу стоянку Тайвань, что он себя представляет. Пошли мы вот по этой дороге вчера. Ночью уже, блин, темно, ничего не видно, в лесу быстро темнеет. Здесь как раз слив двух рек. Справа это Большой Сахрай, а это слева Малый Сахрай. Вот они стекаются и на одну речку и текут туда, в сторону Прохладного. Большая турстоянка, умеренно загаженная. Вот, здесь приезжает очень много людей, компаний на машинах. Далекие люди совершенно от туризма, которым надо выпить, пожарить шашлыки, покричать в лесу. Ну, конечно, соответственно, и все-таки выглядит поросшая мхом скамейка. Сколько это, интересно, лет уже. Так, здесь такая вот прирасрисованная беседка. Вот Наташечка пытается навести порядок. Да, птичка здесь, конечно, вот зачем-то вот так вот вся изуродована. Вверху, кстати, на ветреном балагане птичка в полном порядке. Ну, здесь, говорю, здесь приезжают люди далекие от туризма, побуянить наедине в лесу, как вот соседняя компания вчера. Поэтому, соответственно, все-таки выглядит. Вот наша палатка. Сейчас мы соберем. И пойдем вот по этой дорожке. Направо это идет дорога в сторону Тайваня 2. А налево это вот пойдет в сторону Новопрохладного. 10 километров. Я думаю, совершенно безинтересная будет лесная дорога.
грязная, автомобильная. Ну, по нем завершающий день дадим еще, чтобы прочувствовать полностью прелести похода. Здесь вот наглядная агитация, противопожарный подъезд. Это в лесу. Это вот маразм наших этих самых ведомств. Лопушище, да? Огромное лопушище в рост человека просто. Вот эта вот дорожка. Вот она вот. Я думаю, будет вся вот примерно вот так вот выглядеть. Когда мы будем в ней тут в этой грязи плюхаться сейчас 10 километров. Ну, конечно, позвонили бы, чтобы нас забрали бы, но вся беда, что тут не работает связь совершенно. Да, немножко про воду. Вода везде грязная, даже в родниках. Вот мы брали на Тхаче воду. Видно, что она достаточно мутная, там много взвеси плавает, непонятных органических остатков. Поэтому, конечно, мы ее фильтруем обязательно. А когда мы набирали на чашах, в лужицах вместе с головастиком, мы ее еще после фильтра еще и кипятили. Вот. Фильтр с собой надо в походах по Кавказу иметь обязательно. Вот, процесс фильтрации. Крупным планом попробую показать. Вот верхняя бутылка, видно, насколько она мутная, загрязненная вода. Вот она потихонечку у нас капает, проходит через фильтр, и вот видно, что здесь уже вода значительно светлее и чище. Сейчас делаем наглядно пример. Вот сразу видно разница, да? Что фильтр все-таки работает, хотя я в этом сомневался. Это наше первое было применение такого фильтра. Вон какая интересная встреча. Красивая какая штучка. Змеючка. Даже не знаю, что это, типа полоза что-то. Она не ядовитая, 100%. Не будем ее трогать, идем дальше. Много времени забирают броды. Тут их от Тайваня получается 4 или 5. И потом до второго еще там 6 или 7. На каждом приходится снимать рюкзак, разбуваться, потом переходить, обуваться. Тут вот не глубоко, конечно, но перейти, не замочив обувку, не получится. Очень неудобно, хотя, конечно, приятно охладить разгоряченные ноги. Но времени забирает много. При расчете надо учитывать и добавлять на каждый брод минут по 10. Не надо. 7-й, Даша, какой по счету брод? 7-й. Он уже когда начинает надоедать. Разбулся, обулся, разбулся, обулся. Мы уже решили идти мочить наши ботинки нахрен. Потому что совершенно это уже невозможно. Каждый брод по 10 минут, блин. Мы так выйдем свинячий, присвинячий голос. Такими темпами. Вот так, замочим немножко ботиночки. Хрен с ним. А в этот раз я не замочил. Ладно, переобуешься. Придем сейчас на место. Да что терять уже? Осталось-то тут. Кропаль. О, наконец-то мостик. Наконец-то не надо переходить речку вброд. Ой.
Три жердочки, березовый мосток. Тихою речушкой без названия. Увы и ах, мостик оказался обманкой. Мы снова сейчас полезем через брод. Ну, конечно, уже не смешно, понятное дело, но вот так вот. То есть это мостик, какое-то наследие далекого прошлого, когда там дорога шла. Но сейчас ее, видимо, отменили. Осталось только вот так, кстати. Вот тянется одна, вторая, третья машина. За каждый вот такой шлейф бензиновой пыли, блин. Последние километры до нашей машинки. Уже идем, честно говоря, не в удовольствие, а потому что надо. Удовольствие. По пути был магазин. И мы там купили холодной воды с холодильничка. Что может быть лучше? Вон какая тачка у нас довольно идет. Ага, моя мечта сбылась. Все, финишная прямая. На Кавказе еще осталось. Еще не все попилили. Еще есть запасы. Завершение маршрута пятидневного. Ура! Мы таки пришли. После ночи, проведенной на Большом Тхаче, вдоволь налюбовавшись видами, стали спускаться. Вот оранжевая линия маршрута показывает, как мы спускались с вершины. Дошли до родника, здесь сделали небольшую петельку, пока его нашли. И дальше хотели вот двигать по этому перешейку на Малый Тхач. Но тут вдруг поняли, что силы у нас закончены и надо возвращаться. Поэтому от родника мы пошли вдоль Тхача и вышли к Балагану Ветреному. Это вот здесь. На снимке его не видно, тут как раз тень от облака лежит, но он находится именно здесь. И дальше по оранжевой линии маршрута возвращались вдоль Тхача, вот это вот по нижней его кромке. Пока не уперлись в скалу Колокольня, мы на нее не полезли. Там тоже есть по описаниям красивый грот и смотровые площадки. Но мы вот пошли здесь налево вниз, обходить ее и спускаться к речке.
Здесь начинаются очень крутые спуски, каменистые, то есть обязательно собьете себе пальцы. Здесь я даже не знаю, как без палок спускаться вообще невозможно, потому что тогда от ног, наверное, ничего не останется. Спуск постоянный и крутой вот до самой речки. Доходим до Большого Сахрая, вот его долина, и по нему уже преодолевая множество бродов, потому что дорожка идет то по левому, то по правому берегу речки, вышли на Тайвань. Здесь вот этот Большой Сахрай принимает в себя свой приток Малый Сахрай, и дальше речка течет уже к Новопрохладному, называется просто Сахрай. Вот вышли на Тайвань первый, и дальше мы пошли ровно по той дороге, по которой мы ехали на УАЗике. Только теперь все пешочком, чтобы прочувствовать по-честному, что да как. Дошли до Новопрохладного. Кое-как уже эти последние 2 километра одолели до базы. Сели в машину. Конец путешествия.